Всем привет! Меня зовут Кира Гиена, и это обзор на 4-й по счету скетчбук. Это мой январский скетчбук, и в нем было 100 листов. Ну, в нем и сейчас 100 листов, как бы просто они уже все закончились. Начала я его 1 января, прямо с утра. И в этом скетчбуке есть часть челленджа 100 лиц, но они с другой стороны. Я просто начала с конца, чтобы не мешать их с другими работами. Еще есть челлендж Кеши Коган, в котором 100 животных, и мой челлендж с девушками, тема января. И началось все с гепардика по списку Кеши. Потом были вот такие вот девочки. Да, я стала делать разворотами, чтобы это как-то получше смотрелось, что ли. Потом опять животинки. Я даже комментировать не буду особо, потому что все подписано, ну и тут только смотреть остается. Еще разворот с девушками. Первое время я еще пыталась объединить их как-то, тематически оформить разворот, чтобы это все как-то получше смотрелось. Но потом я, конечно же, забила на это. Так, это работа, это совсем неинтересно. Это домашки были. Еще челлендж с девушками. Вот здесь я уже начала подзабивать на оформление разворота. И вообще какую-то целостность. И в этот момент я решила то, что челлендж с животными лучше делать карандашом, потому что мне так удобнее. Мне так приятнее, и в конце концов это просто, грубо говоря, поиск формы, такие микроучебные работки, чтобы научиться рисовать там разные головы животных, чтобы они вообще были похожи на себя. Это опять была домашка по курсу, а это уже заказ. Эскиз для татуировки. Волосы у нее черные, я просто их покрасила уже на компе, чтобы, короче, не делать кривых заливок, типа вот этих. Еще девушки, здесь уже окончательно потеряна целостность разворота, но мне уже как-то пофигу было. Еще животинки, и вот здесь началась какая-то грязь, хотя я подкладывала листок бумаги между рисульками, чтобы карандаш просто не отпечатался на другую сторону, но это, кстати, не сильно помогло. Вот тут уже я начала заморачиваться с подписями, делать их какими-то красивыми. А тут мой челлендж пошел немного в другую сторону, примерно после этих работ, особенно после этого. Это мой автопортрет, и тема дня была грипп. Мне безумно нравится эта работа, я очень долго на нее смотрела, просто оставляла открытым на этой странице скетчбук и залипала на эту работу, потому что мне очень нравится, как мне получилось цветными карандашиками вот сделать еще и похожим. Ну, короче, у меня до этого никогда такое не получалось, поэтому меня понесло по цветным карандашам. Но ненадолго, кстати. Еще животные. Не все, кстати, животные мне нравятся, как получились, но в целом я довольна, вот, по крайней мере, частью, которая здесь, челленджа, потому что, ну, у меня зачастую вообще не получались морды котов, собак, там, волков, кого-то, они в основном все были похожи друг на друга, и особо не отличишь, что конкретно это за животное было. Это была установка на лайки и подписки, но она не сработала, поэтому, да. Кто понял, тот понял. Кто не понял, тот счастливый человек, наверное. Кстати, почему-то зебру я не подписала, я даже не знаю почему. Так, что я говорила насчет цветных карандашей. А вот это опять автопортрет с темой мороженки. А вот пират мне не очень нравится, но, по-моему, какая-то группа в Инстаграме с рисунками ее срепостнула. И мне это совсем не понравилось, потому что, ну, она мне очень не нравится. Это была домашка по цвету. А это утро, и это мы с Карой идем гулять. Я просто... перед работой мы выходим очень рано,
когда еще на Земле есть такой здоровущий слой снега, и когда я выхожу уже на работу, один раз, когда я выходила на работу, я заметила, что там вот только наши следы идут в ту сторону, мне показалось это очень милым, я решила нарисовать. И мой челлендж ушел совсем в другую сторону и превратился в челлендж автопортретов каких-то, потому что я задолбалась искать референсы каких-то рандомных девушек с теми выражениями лица, которые нужны были именно мне, поэтому я просто по утрам фоткала себя, как я хотела бы, чтобы выглядел мой рисунок, и потом зарисовывала все это. И да, я продолжаю баловаться цветными карандашами, и мне очень нравится то, что у меня получается. А здесь начались, кстати, птички, и вот что я вам хочу сказать. Я только потом заметила, что челлендж Кеши Коган делится на 3 части. То есть сначала там животные на лапках, потом животные с крылышками, а потом там, по-моему, пойдут насекомые, но до них я еще не дошла. Так вот, кошаков там всяких я рисовала очень мало до этого. И мне было тяжело и очень даже интересно все это делать. То есть у меня реально там нормальное количество времени уходило на каждый скетч. А когда начались птицы, я поняла, что мне это капец как просто дается, потому что у меня у самой был месяц птиц, если кто-то помнит. Там было 30 птиц. И после этого птицы поперли мне как-то легко, особенно, к слову, голуби. Даже не знаю почему. Поэтому голубей я сейчас рисую на раз-два. Да, тут, видимо, вперемешку еще идет там птицы. И вот сейчас, на данный момент, то, что я рисую, там сплошняком птицы одни идут. А тут пока еще мешаются с другими животными. Так, это все еще автопортреты по январскому моему челленджу. Я даже не знаю, что тут сказать, а вот здесь могу сказать. Мне очень нравится иногда делать вот именно карандашные зарисовки какой-то еды. И в первом скетчбуке, который у меня был обзор, по-моему, на ютубе, там есть тоже крутая зарисовка, которую я делала в электричке. Там кофе и пицца, по-моему. Вот. И честно, мне хочется уделять им чуть больше времени, но как-то все не задается. Меня вообще очень сильно штормит из стороны в сторону, в каком направлении рисовать, что рисовать. И я до сих пор не определилась, поэтому мне иногда кажется, что мой Инстаграм и группа ВК больше похожи на какую-то помойку рисунков, потому что ничего конкретного определенного там нет. Кроме каких-то там тематик месяца, хотя, как сами видите, они меняются вот прям в течение того же месяца, меняются кардинально. То есть, да, начали, типа, с черно-белых девушек на цветном фоне, закончили цветными автопортретами. Мы еще не закончили, кстати. Вот это вообще отвратительно, я даже выкладывать это не стала. Но это все еще автопортрет. Я просто здесь пробовала брашек Эколайна, и я заказала еще, я думала по типу таких же брашеков, но они совсем не такие. Хотя, в принципе, они чем-то похожи. Вот. Так. Животинки. Вот здесь я попробовала не карандашиком сделать, просто вертикальной штриховкой. Но меня опять вот на ушках, например, понесло дико, как обычно. Но мне понравился результат. Вот это одна из моих любимых работ. Тема была «Алиса в стране чудес». И на самом деле я не очень люблю это произведение и все, что по нему делается, типа там фильмы, там в игры я не играла, к слову, хотелось попробовать. И единственный персонаж, который мне там реально нравится, это... не наврать бы сейчас, Абсалем вроде его зовут. В общем, это гусеница, которая курит кальян. И я, недолго думав, поняла, что мне нужно скрестить челлендж, как он идет сейчас, то есть автопортреты, с персонажем, который мне больше всего нравится в этом произведении. Поэтому вот я тут гусеница, курящая кальян. Это мой вариант зубной феи. Крутое ожерелье из зубов. Я теперь тоже такое себе хочу. Так, еще животинки. Вот я сначала не поверила, что это реально существующее животное, кстати.
И я сейчас думаю сделать работу маркерами. Нарисовать тоже овцебыка, только маркерами. Привет, Лере. И спасибо за крутые референсы петухов. Петух-скейтер у меня совсем не очень получился, а вот курящий мне нравится. Это наброски для стикеров, которые уже вышли. Я сейчас просто фотку ставлю, потому что мне лень за ними бежать и вам показывать вживую. Тем более я, по-моему, половину уже наклеила, половину потеряла и часть уже раздарила. Но их все еще можно у меня заказать, кстати, написав личные сообщения. И в Инстаграме, и ВКонтакте, и вообще, где вам удобнее будет. А это, кстати, животинка не из челленджа, просто я когда искала еще газель, это, по-моему, 3-я работа, то я наткнулась на это прекрасное создание лопоухое и поняла, что оно обязано быть у меня нарисованным. Ой, это был очень тяжелый день. Я пришла на работу и поняла, что я забыла свой пенал. Мне пришлось бежать в детский мир, потому что это был единственный магазин, где могла быть канцелярия поблизости, и купить один карандаш и ластик. И карандаш, к слову, я купила 2B, не посмотрев. Ну, потому что я думала, что все карандаши обычные, типа для учебы, которые созданы, они априори HB, а тут 2B, и я что-то прям опешила, когда увидела. Я сначала подумала, что-то как-то мягко пишет, а потом посмотрела, а там написано, типа, привет, я 2B вообще-то. Так, и опять мой челлендж пошел немного в другую сторону, но только на этот разворот, по-моему. Луна и Солнце. Луна мне нравится, Солнце мне не нравится. А вот это все еще нарисовано теме 2B. Тут как бы видно, что у меня с собой был еще плоскопен один в боковом кармашке рюкзака и чисто синяя ручка, которая у нас на работе валяется. Это поиск образа персонажа для моего будущего комикса. И какая-то супер быстрая разрисовка на работе. Моя стоечка, настольный футбик, там подоконник, лампочки. Ну, в общем, я просто ждала, пока ребята соберутся, чтобы закрыть смену уже. И вот такую вот нарисовала. Так, а тут вот это я не хочу, чтобы вы читали. Это тоже поиски персонажей для будущего комикса. У меня, кстати, руки как у шахтера, если вы заметили. Просто я вообще снимаю это видео 2-й раз, потому что 1-й раз оно не сохранилось. А сегодня с утра я еще успела порисовать тушью рисунки для этого месяца. И что-то вот у меня прям совсем все плохо. Ой, вот эта работа мне нравится даже не потому, как она нарисована, по ее идее или еще почему-то, а по реакции на нее в Инстаграме. То есть там очень много людей наставили комментарий, что я подумала, какая спокойная, крутая картинка, пока не посмотрел в окно. Я не думала, что многие знают в этом ядерный гриб, но оказалось, что получилось довольно узнаваемо. Вот, и я прям очень довольна этим результатом. Я это оставлю, наверное, без комментариев. Но мне нравятся эти работы, хоть они не совсем похожи на референс. На реального человека, в общем. Ой, мне еще вот эта животина очень понравилась. Она прям такая крутая. Она такая милая и крутая одновременно. А еще на референсе, который я рисовала, здесь у нее такие усишки были крутые. Типа, ну это пятно просто, но похоже на такие усы гусарские. Ой, честно говоря, здесь уже что-то лениться стало немного. Но я продолжаю, и я делаю вид, что если я просто продолжаю рисовать, значит, все хорошо. Мне захотелось очень порисовать что-то детализированное, что-то архитектурное и что-то просто карандашом, потому что я не могу с собой носить на работу что-то больше карандаша и пары линеров. И поэтому я сидела и зарисовывала вот этот вот домик. Пыталась сделать его максимально похожим, максимально детализированным, чтобы это было похоже на дом. И вот. Вроде получилось неплохо. А вот здесь я пыталась сделать упражнение, которое я увидела где-то в ВК, по-моему, даже. В общем, там нужно было просто изобразить что-то штрихами. Но все пошло немножко не по плану, и на самом деле то, что я хотела бы увидеть, это вот приблизительно ключи. Они получились более-менее. Потому что в основном я либо закосячила, либо я вообще зачем-то обвела, это. А ключики более-менее уже мне нравятся.
Так, и мы идем дальше. Здесь я уже не рисую себя, но при этом начала рисовать какую-то крепоту, что тоже неплохо. Так, еще прикольные животинки. Еще прикольные животинки. И да, здесь уже отказалась от идеи автопортретов. Просто начала рисовать все из головы, потому что темы челленджа, которые мне нравились, не закончились. Те, которые мне не нравились, мне не захотелось рисовать совсем. Ну, потому что это совсем далеко от меня. И поэтому начала просто что-то придумывать, чтобы просто была девушка, потому что основная тема января — это просто девушки. И все. О, ребят, вот это вот очень крутая фотка, я ее в ВК наткнула случайно в ленте. Но, что я хочу сказать, как меня раздражает очень часто в тетрадях, в ежедневниках вот этот вот загнутый, необрезанный лист. И вот он мне попался, тут мне что-то даже так грустно стало. Я сначала хотела как-то обыграть его, но, естественно, я этого не сделала, потому что мне лень. Там сзади на фоне звуки какие-то есть. Что это? Собака по ламинату топает. За день до этого рисунка я закончила свой челлендж 100 лиц. И реально закончила с мыслями, что я за лица еще какое-то время точно не возьмусь. На следующий день я иду на автобус, на работу, и я подумала о том, что у моих рисулек, на которых маленькие лица, морды, у меня они все похожие, поэтому думаю, почему бы не порисовать просто маленькие лица, маленькие портреты, ну, типа микропортретики порисовать. И нарисовала целую страницу маленьких портретиков. А тут я пыталась текстуру поделать. Палец, дерево, камушки. Это должна быть мятая бумага, но мне сейчас кажется, она больше на фольгу похожа. Это мазки, краски, штукатурки, я не знаю, что там было. А это шерсть, но здесь мне уже прям совсем лень стало рисовать, и я дорисовала кое-как. И последние работы января, ну, конкретно челленджа, я вообще скатилась до животных. Подумала, что это не такая уж плохая идея. И еще птички, которые у меня получались буквально за 5 минут, но я уже об этом говорила. Еще птички. Кстати, если вы не заметили, я стала использовать этот многоцветный карандаш крутецкий. Мне прям очень понравилось им делать, особенно подписи. Ну, тут на самом деле видно, что уже халтурка пошла какая-то. Особенно вот здесь видно, что пошла халтурка. Потому что уже конец челленджа, и так не хотелось что-то... Так уже не хотелось что-то полноценное рисовать, и я просто вот этим цветным карандашиком думаю, дай-ка я что-нибудь порисую. Вот зато Кару нарисовала с натуры. Очень хорошо получилось. Ну, для меня. Для моего скилла рисовать с натуры. Последние животинки, и тут оставались последние страницы, потому что челлендж я закончила раньше, чем этот скетчбук. Поэтому я просто изо всех сил добивала, чем могла. И зарисовывала фигурки. И последняя работа, 31 января, был день рождения моего коллеги. Пришли праздновать все это дело на работе. Ну и пока он не закончил, мы решили поиграть в плойку. И вот я зарисовала джойстик и энергетик, который я пила. И тут уже челлендж 100 лиц. О нем я говорила в предыдущем видео, я оставлю на него ссылочку. Вы можете его посмотреть. А обзор, кстати, я не делала, поэтому это первый обзор на 100 лиц. Но только часть, потому что часть лиц была в предыдущем скетчбуке. Я далеко не всеми портретиками довольна, но, в принципе, той цели, которую я поставила для себя в этом челлендже, я добилась. Я научилась быстрее находить черты лица, которые придают узнаваемость, как бы, данному персонажу, человеку.
Вот, и большинство работ у меня получились действительно похожими. Вот это вообще ужасная работа, она меня прям раздражает, не хочу на нее смотреть, уберите, пожалуйста. Кара! А вот это мне очень нравится. Она довольно грубая получилась, но в целом прям очень хорошо. Меня иногда даже напрягает, что мне нечего сказать про свои рисунки. Ну вот, как получилось, так получилось. Кстати, если я подбирала референсы и среди своих подписчиков ВК даже, поэтому если вы узнали себя, то можете мне написать, я вам могу даже фотку отправить с работы. Ну, ну, как бы вот и все. Вы только что просмотрели 200 рисунков. Надеюсь, вам понравилось. Очень жду ваших комментариев, лайков, подписок. И, возможно, вы захотите поделиться этим видео с друзьями. Спасибо вам большое за просмотр. Увидимся в следующем видео.